Привет, господа пасечники, ну или начинающие, и любители сладкого меда. Как сказал Винни-Пух, вот он есть мед, и вот его нет. Мед либо есть, либо его нет. Сегодня будет тема о японском улье, о втором моем японском улье. Первый японский улье я уже собрал, поставил, уже 3 недели, как пчелки там заселены, все нормально строят. Решил, как я уже в том видео и говорил, буду расширять пасеку. Ну, пасека громко сказано, один улей только стоит, сейчас второй собрал. И вот хочу показать. Как я его собирал, показывать смысла нету, я и не снимал, потому что предыдущее видео достаточно длинное, все подробное, как чего пилил, размеры и так далее. Этот второй вот улей будет немножко другой. В чем его отличие, я как раз сейчас и покажу. Ну, первое отличие, то, что, наверное, уже видите, будет пластиковое дно. То есть нижний корпус будет пластиковый с литком. Не как в первом видео, где я там собирал, на петлях делал дверцу откидную. Там можно было выдвинуть фанерку сеточкой, дно выдвинуть и так далее. Здесь пластиковая. Сейчас я немножко покажу поближе, рассказывать особо не буду, потом будет позже обзор, поэтому пластиковому дну с литком задолбали гонщики. Производство Болгарии, сразу скажу. Так что, если кому интересно, в интернете найдете. В принципе, могу и ссылку добавить в описании. Сейчас покажу поближе. Итак, вот так оно выглядит. Оно достаточно большое. Размеры 49 длина, с половиной даже, и 42 ширина. Здесь сеточка с круглыми отверстиями, отверстие 4,9 мм. Это пыльцесборник. Ну, литок, само собой, открывается. Там либо с ячейками для пчел, либо можно шире открыть, и тогда уже будет полностью. Перевернув его, на зиму можно сделать, он практически полностью закрывается, там буквально чуть-чуть щель будет. Обзоров сейчас не хочу делать, нет смысла, позже. Сделаю обзор, может быть, завтра, послезавтра, и в описании ссылку добавлю. Тут сзади, в принципе, ящичек отодвигается, и там все это дело пыльца ссыпается. И тут ножки, само собой, там все такое. Позже ее собирать. Так, корпуса. Аналогично, как и в первом видео я делал. Единственное, что вот размер. Размер, да, большой. Чтобы поместился вот сюда, на нижний пластиковый корпус. То есть 49 по длине и 42 по ширине. Внутри положил вот такие реечки, по 3 штуки, чтобы соты вот так строились. Вообще, в принципе, накосячил, признаюсь сразу. Это самое, можно было расположить реечки вот так. Причем 2 штуки достаточно было. И было бы, сколько это у нас будет, по 13, по 14 сантиметров, 13 сантиметров здесь будет реечка, еще 13 реечка. В принципе, и рейки экономились, потому что они по длине, по метру продаются. А так пришлось отрезать, и дофига обрезков получилось. Ну и соты были бы короче, то есть были бы вот такие коротенькие соты. То есть рейки лежали бы вот так, а соты вот так лежали бы. Ну а сейчас придется пчелам вот так делать соты. Также 7 корпусов, как и в предыдущем. Сбоку прикрутил вот такие рейки
ну, 3 сантиметра на 3 сантиметра, 30 миллиметров, для того, чтобы можно было поднимать корпуса. Ну и потом будет устройство у меня сюда вот заехал вилами, скажем так, с одной стороны и с другой. И поднял корпус, потому что он будет достаточно тяжелый. Из-за размеров, ну, килограмм 15 точно будет меда, а то и больше, трудно сказать. Так, ну, это вот отличие в корпусах от предыдущего моего первого улья. Отличие еще есть в подкрышнике. Так, это немножко я забежал вперед. Сейчас откатимся назад. Так, у меня вот есть еще вот такая решеточка. Я приобрел ее, чтобы положить сверху на корпуса. Это у нас от уля Дадан 42,5 на 50 сантиметров. Ну, пришлось немножко отпилить все равно. Буквально 3 миллиметра флексом прошелся с одной стороны и здесь с другой стороны. И как раз вот тут четко решеточка ложится на корпуса. Это у нас прополисная сеточка. Пчелы будут забивать эту решеточку прополисом. В предыдущем моем улье было сделано вот так. Вот эти, ну, в верхнем корпусе палочки были убраны. Стояла как бы, ну, не рамку, блин, а такая решеточка, обрешетка, с которой они, в принципе, и начали строить соты свои. То есть помочь строить им. Сейчас я палочки уже нет смысла их убирать. Они уже будут сразу с них начинать строить, потому что в предыдущем улье у меня эта обрешетка, она опускалась вниз, где-то вот здесь. Поэтому палочки мешали, и я их снял. В этом ничего не мешает. Просто обрешетка, не обрешетка, решетка для прополиса ложится сверху. И наверх уже ложится подкрышник. Подкрышник я сделал вот с помощью вот таких вот, видите, здесь пропил, так вот, будет видно, пропил есть. 4 стороны. Внутрь положил дощечки, ну, с расстоянием положено для вентиляции, скажем так. Вот так это выглядит сбоку. То есть на решетку будет положено подкрышник. У пчел, если они туда и попадут, ну, сквозь вот эти щели сверху из-под крыши, то у них будет вот здесь снизу достаточно места, потому что вот видите, тут, блин, сантиметр свободно. Сантиметр между досками и решеточкой прополисной. Им хватит гулять. Здесь также сантиметр. Здесь я положу материал, и на который можно тоже положить различные душистые масла, самые, как его, мяту, эвкалипт для отпугивания клещей. Это раз. Ну и завершение этой конструкции вот такая крыша. Ну, видимо, от жадности сделал большую. Ну, все как в предыдущем видео. То же самое. Отверстие для вентиляции. Не для птичек, не скворечник. Потом на зиму будет закрываться. Внутри прикручены рейки. По кругу, по периметру, скажем так. Точнее. Эти рейки будут ложиться вот сюда на подкрышник. То есть крыша будет полностью одеваться на корпус. Верхний корпус будет заходить вот сюда и упираться в эту самую в рейку.
То есть он будет внахлёст, скажем так, корпусов. Позже я, когда начну собирать, все это вы увидите. Так, что еще я хотел сказать? Ну, конек тут прикрутил, как и в первом своем улье. Крышу буду оббивать рубероидом. Завтра, в принципе, дождь, поэтому нужно, в принципе, ее сделать сегодня. Оббить будет. Ну что, сейчас начнем, в принципе, я как бы буду собирать. Обдую компрессором, потому что тут опилки, блин, все такое. Пчелам это не понравится. Доски у меня крашеные. Я их прошелся шлифмашинкой. Яна моя хорошая шлифмашинка. Вот такая вещь. Ну, снаружи я так слегка поскоблю, скажем так, шлифмашинкой. Снаружи не принципиально. Потом, может быть, будет краситься. Снутри просто обрабатывал полностью. Сейчас покажу. Вы уже видели. Вот, снутри они полностью. Все, краска убрана. Краска внутри не должна быть. Желательно, в принципе, все это еще обжечь горелкой. Я не буду обжигать горелкой. Предыдущие ули я тоже не обжигал. И все нормально. Ну вот, как бы компрессором обдул опилочки и пыль рабочую. Вот так он будет выглядеть. Сверху одевается крыша. Просто внахлёст сюда, вот до половины верхнего корпуса. То есть подкрышник все туда одевается. Я, правда, решетку, эту самую решетку прополисную не положил, но пока куда принесем ставить, тогда и положу. Вот так одевается крыша. Из-за того, что она большая, не совсем удобно. Ну, зато не будет дождик литься. Так, давай уже одевайся. Вот так. Есть. Ну все. Сейчас я принесу рулон рубероида и обобью крышу степлером по-быстренькому. Снимать это не буду, смысла нету. Все мы мужики рукастые, как говорится, руки из нормального места растут, не из жопы, из плеч. Поэтому сами знаете, как это сделать. Ну вот как-то так. Тут еще можно тоже загнуть чуть-чуть. И тогда капли совсем не будут идти.
Everything okay. Ну что, господа, пойду-ка я, наверное, достану нивелир, подкачу бетономешалку и забацаю фундамент под улей бетонный. Ну что, господа, фундамент забетонировал, даже по уровню. Собираем. Соберу-ка я как бы в универсальной виде. Можно будет пчелам сразу попадать в улей, и можно будет заходить через как это называется, пыльцесборную решеточку. Так, надо поставить ножички. Не ножички, а ножки. Ой, сволочи кусают. Не пчелы, комары. Пчелы доброжелюбные у меня, добрые. Своих не кусают. Так, нога-то упала одна. Немножко опалубка узковата. Да не, в самый раз, твою мать, кусачие. Ну вот так вот. Да ёкарный бабай. Есть контакт. Так, это лишнее. Пока лишнее. Пригодится в следующий раз. Двигаем лоток, в который будет сыпаться пыльца. Как бы сейчас уже не время для пыльцы, но тем не менее. Какие-то цветы, медоносы будут цвести, все-таки пыльца будет. Ну, хоть что-то и соберется. Вот так как-то. Ну что, начну собирать корпуса. Мусор уже прилип. Так, потом выровняется. Следующий. Так, это пока лишнее. Главное не раздавить нужные вещи. Слегка выравниваем. Ну вот как-то так будет это дело. Вот там все. Как бы ровненько. Не принципиально, в принципе. Если есть где-то щели, как я уже говорил в своих видео, там 1-2 миллиметра, они запрополисят, заделают все. Все будет хорошо. Если большие щели, конечно, сквозняк не is good. Надо заделывать. У меня, в принципе, есть в крыше щели.
Я потом попозже сделаю вот тут. Так, не видно. Ну, короче, вот здесь, где прикасается крыша с опалубкой этой рамкой. Я там потом заклею деревянным клеем. Так, осталось положить решеточку для сбора прополиса. Подкрышник. Прижать решеточку. Ну и накрыть материей, чтобы сверху, твою мать, комары-то какие, уже материал уж в крови, чтобы сверху, когда зайдут, там в крыше есть отверстия, какие-то насекомые или еще что, внутрь не заползали. Ну, в принципе, прижмется крышей. Комары. Ну вот, одеваем. За счет того, что крыша большая, не совсем удобно. Не видно. Нет, нормально. Как говорится, с пивом сойдет. Оп, все, село. Села, да, села. Все будет. Ну вот, второй улей в сборе. Сейчас я еще немножко намажу им прополиса внизу в литке для заманухи. Надеюсь, что часть пчел с этого улья поселится и в этом улье. Ну, или когда семья, в принципе, разрастется, в любом случае они будут искать новое место жительства. Ну и заселится и в этот улей. Да, может быть, сразу какие-то разведчики зайдут сюда, и им понравится, расскажут другим, и все, и будет две семьи. Улей реально здоровый. Я даже не представляю, насколько это литров, блин. Хотя можно померить рулеткой. То есть один корпус реально будет весить с медом больше 15 килограмм. Ну, в районе 18, я думаю. А то и все 20. Вот как бы так. Потом надо, наверное, будет поставить, как и вот в этом улье, вот такую заглушечку на отверстие, чтобы туда ничего лишнего не летало. Но пока пусть. Сейчас я... О, уже разведчики. Уже летают. Я уже хотел литок приоткрыть им. Ну, в принципе, ладно, пускай, наверное, я думаю, вот так вот и будет. Как бы зазубренными. Можно, в принципе, и открыть на всю. Сейчас покажу, как. Так, где же третья рука-то у человека? Ё-моё, да еще и комары тут. Так. Фу-фу, сейчас я камеру положу. Ну, вот так как бы на всю длину отодвигается, и тогда весь литок открытый. Оставлю я, наверное, пока так. А завтра посмотрим, что будет утром. Завтра, может быть, прикрою, зазубренно сделаю. Ну что, господа, на этом сладкое видео заканчиваем. Читайте описание, там будут ссылки на сборку вот этого улья. Довольно длинное видео, можете там проматывать, смотреть интересные, то, что вам нужны фрагменты. Это видео достаточно короткое, по сборке тут ничего не было, просто отличие этого уровня было указано от этого. Так, летают уже. Хорошо не кусаются, добрые у меня пчелки.
Попозже я сниму видео, как я уже в начале этого видео говорил, по поводу вот этого оранжевого нижнего корпуса с литком пластикового производства Болгария. Как он, с чем его едят, как он там открывается, размеры и все такое прочее. Как видео сниму, выложу и ссылку также добавлю в описание потом этого видео. Все, всем пока, сладкой жизни, долголетия.